Я согласен с тем, что если бы не было налогов на заработную плату, которые платят предприниматели, в этом вы правы, что зарплаты были бы выше. Но я хочу объяснить, по какой причине они стали бы выше. Дело в том, что если просто сейчас, допустим, отменить ЕСВ, единый социальный взнос, внесок, то на самом деле зарплаты от этого не вырастут в этот же день. Почему? Потому что, как вы только что объясняли, когда люди устраиваются на работу, они договариваются или определяют тем, сколько они будут получать на руку, и вот они считают это зарплату. Поэтому, если отменить ЕСВ, то у предпринимателя останется просто больше ресурсов. Его работники будут получать столько же. Ну, опять же, это мы говорим в среднем, потому что могут быть разные ситуации, у кого-то там строгий трудовой договор, там, еще и так далее, и так далее. Но в целом, так же как цены выравниваются на один и тот же товар, потому что все стараются продавать по такой цене, по которой получается максимальная прибыль. Так и здесь, если человек устраивался, чтобы на руки получать там 20 тысяч гривен, то он так и будет получать. Но у предпринимателя останется больше ресурсов намного в его распоряжении. А предприниматель — это такой человек, который не пропивает и не проедает то, что он зарабатывает. Иначе бы он был не предпринимателем. То есть все его предприятие, большое оно или маленькое, сложилось благодаря тому, что он не проедал какие-то свои средства, их вкладывал, постоянно рефинансировал, расширял свой бизнес. Поэтому, когда у него останется больше средств в распоряжении, государство не заберет, то он просто дополнительно расширит свой бизнес. То есть создаст новые рабочие места, и так произойдет со всеми предпринимателями. А если у нас появляется больше рабочих мест, то есть больше спрос на рабочую силу, получается, что начинает спрос превышать предложение. Именно это уже конкуренция за работников приведет к повышению заработных плат. Да, если сразу отменить ЕСВ, это произойдет не одномоментно, не на следующий день, но достаточно быстро, потому что предприниматели работают очень быстро. Вот если мы посмотрим конец Советского Союза, когда у нас вообще там ни есть, ни одеть, ни обуви, ничего нет вообще. Только дали свободу предпринимателям за 1 год буквально, я по себе помню. Все обуты, одеты, накормлены, куча развлечений. Все, что хочешь, за 1 год. Поэтому, если отменить ЕСВ, да, зарплаты вырастут, но не на следующий день, но в течение полугода-года зарплаты станут намного выше у всех. Простой ответ – нет, не добровольно. Многие об этом, к сожалению, даже не знают. Даже те, кто платят налоги, они считают, что платят добровольно. Но давайте тоже посмотрим с точки зрения логики. Если бы налоги платились добровольно, то зачем нам налоговая инспекция, налоговая милиция, уголовная ответственность или там административная за неуплату налогов там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, если все это есть, то как минимум, значит, уже не все добровольно платят налоги, да? То есть, если предположить, что кто-то платит добровольно, то значит, все-таки есть какая-то часть людей, которые платят недобровольно. Как там часто смешат в обсуждениях в том же Фейсбуке, говорю, хорошо, когда утверждают, налоги платят добровольно. Говорю, хорошо, но есть же те люди, которые не хотят платить налоги, то что с ними делать? Они могут не платить? Нет, таких людей надо заставлять платить налоги. Но о какой мы тогда добровольности говорим? Следующий момент, это такой вот просто то, что видно на поверхности. Следующий момент. Мы говорим, что человек всегда, когда мы говорим о покупке-продаже, вообще о каком-то рыночном обмене, обменивает то, что он произвел, какие-то излишки того продукта, который он производит, на продукты, которые производятся другими людьми. То есть получается, что добровольная уплата налогов предполагает, что человек какие-то свои продукты просто так кому-то отдает. Часть каких-то своих продуктов произведенных. То есть, фактически таксист целый день ездит, предоставляет услуги по извозу на такси, и потом половину этих своих извозов он просто так отдает государству, допустим, в обмен ни на что. Я не знаю таких людей, которые в обмен ни на что чего-то раздают. Даже когда мы говорим о благотворительности, это ни на что, то есть, это отдельный вопрос. Могут сказать, нет, он вот на какие-то там услуги, государственный сервис, там социальные какие-то вещи. Хорошо, давайте смотрим, что по этому поводу думает государство, которому якобы добровольно кто-то отдает свои ресурсы. Государство
по этому поводу думают, когда мы читаем любой государственный документ, Конституцию, там, налоговый кодекс, там, даже можете там, Википедию почитать, что налоги это принудительный, обязательный, принудительный, безусловный платеж. То есть, собирая с вас деньги, государство вам ничего не обещает, то есть, ну, буквально говорит, я вам ничего не обязана. Поэтому, опять же, возвращаясь к первому моему аргументу, нельзя сказать, я не знаю такого человека, который просто отдает половину своей жизни, своей деятельности просто так в никуда, ни за что. Да, государство предлагает или предоставляет там какие-то услуги, то, что оно называет услугами за эти средства, но по остаточному принципу, когда обеспечены все чиновники, все их интересы там, и так далее, и так далее. Так вот, то, что делают предприниматели, в частности в роли капиталистов, они постоянно, не проедая то, о чем я говорил, свой доход, постоянно вкладывают там, в здания, в сооружения, там, в оборудование и так далее, и так далее. То есть создают капитал, увеличивают количество капитала. И за счет этого растет производительность труда, производится большее количество товаров и услуг. А вот что делает государство, в частности налогами? Регулированием тоже государством, но мы сегодня говорим о налогах. Оно изымает у предпринимателей, вообще из общества, часть ресурсов, ну, фактически половину. То есть получается, что предприниматели не могут вот эти изъятые средства вложить в новое средство производства, в новый капитал. То есть получается, изымая в виде налогов ресурсы из общества, государство тормозит рост или там, увеличение количества капитала. Соответственно, тормозит рост производительности труда, то есть тормозит рост повышения уровня жизни людей. Если в этом смысле. И этот вопрос последний я забыл, я к нему хотел подвести. Ну, о том, что в Европе, нам говорят, что в Европе много чиновников и высокие налоги, и поэтому у них хорошо. Не потому? Вот. Для чего я рассказывал про производительность труда и про рост капитала, потому что в Европе, в отличие, скажем, от Украины и вообще постсоветского пространства, Царской империи и Советского Союза, роста капитала не наблюдалось, потому что ну, вообще не было ни капиталистов, ни предпринимателей. То есть, в Европе, и начиная еще там с донаполеоновских времен, и, там, и раньше, и позже, предпринимательство развивалось. Налоги были, ну то есть в Советском Союзе вообще 100% налоги, то есть ты вообще все государственное, ты все отработал, тебе там что-то там выделили или не выделили и так далее. А там капитал постоянно накапливался, постоянно росла производительность труда. Почему там больше всего производится оно качество? Не потому что они умнее, не потому что у нас там каких-то технических знаний не хватает или людей нет. Потому что на той территории, там, в Европе, за это время накопилось огромное количество капитала, поэтому огромная производительность труда. Именно поэтому они богаче, потому что у них раньше не было налогов или на территориях в разные времена, в разных сегодняшних странах были низкие налоги, поэтому рост капитала был очень большой. И накопилось большое количество капитала, именно поэтому сейчас много производится товаров и услуг по относительно дешевым ценам. Это именно и называется богатство того общества. У нас этого не наблюдалось такого роста капитала, поэтому в этом смысле у нас меньше производится, мы беднее. Но сейчас, когда в конце 20 века и сейчас в начале 21 века постоянно растут налоги, государственное регулирование, особенно в связи с созданием Евросоюза, то рост капитала прекратился. То есть мы говорим о каких-то тоже единицах процентов, не о 10, не о 20, не о 30% роста. Остановился. А если мы посмотрим еще не в номинальных цифрах, а в реальных, то капитал проедается, то есть рост производительности труда падает. То есть если мы сейчас отсчитаем 50 лет после этого момента, то Европа будет нищая страна по сравнению с той страной или с теми территориями, где вдруг государственное регулирование или налоги уменьшатся или вообще отменят. То есть сейчас Европа так хорошо живет, потому что они раньше наращивали свой капитал. Если мы сейчас начнем жить по законам, по правилам, в том числе по налогам Европы, то наш рост будет такой же, как в Европе. То есть, если там мы говорим 1-2-3%, но будет ниже, потому что здесь тоже 1-2-3%. В результате они все равно будут нас
тоже как-то медленными шажками такими, да, на цыпочках будут идти вперед, очень с большим трудом. Но мы также сзади будем, и в результате мы будем все время отставать. Ну, то есть, если они выросли на 3%, и мы на 3%, то разница в приросте благосостояния, ну, физической, номинальной, огромна. Мы никогда их не догоним. То есть, ну, необходимо понять, что Европа богата не потому, что там высокие налоги, если мы говорим о налогах, а потому что раньше налоги были меньше. И для того, чтобы нам стать богаче, необходимо, чтобы у нас были налоги меньше, чем в Европе. А если их будет совсем не будет, точнее, будет совсем тогда мы хорошо. их быстро перегоним. Да, у нас И поэтому они хотят, чтобы мы жили так же, как они, по тому же самому законодательству. Потому что, а как же они потом объяснять будут своим гражданам, а что же такое происходит? В Украине уровень жизни в 3 раза уже выше, а у них никак. Ну, у нас, к сожалению, время заканчивается, поэтому давайте вот как итог. Мы не должны смотреть на Европу, какая она сейчас, мы должны посмотреть, какие были налоги и принцип налогообложения, ну хотя бы. То есть мы вообще выступаем, сразу говорим, за то, что налогов вообще не было. То есть была бы у нас волшебная красная кнопка, мы бы на нее нажали и отменили бы все налоги. Потому что хотим, чтобы пенсионеры наши жили лучше. Лучше. И учителя. Но хотя даже если мы говорим, что налоги, то давайте смотреть не на нынешнюю Европу и не на нынешние штаты с их, а смотреть то, что было там 100 лет назад. Напомню, что в Соединенных Штатах Америки федеральный налог на постоянной основе был впервые введен в 1913 году. И поэтому Соединенные Штаты Америки с голых прерий за 200 лет перегнали весь мир, который был весь в налогах, в регулировании, и в монархическом, и в демократическом, а там всего этого не было, и поэтому они очень быстро накопили капитал и стали самой богатой страной мира. Ну и весь кошмар в том, что учителя и преподаватели вузов, они тоже бюджетники. Поэтому, дорогие студенты и школьники, вам никогда в школе и в институте не расскажут, каким образом и зачем собираются налоги. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, мы вам расскажем правду, кто ваши деньги забирает и почему мы такие бедные.